Добро пожаловать на канал. И предлагаю задачу, в которой требуется начертить множество точек, удовлетворяющее уравнению, содержащему целые части. Причем целая часть понимается с округлением всегда вниз, в сторону наименьшего целого. Предлагаю подумать над задачей. Если в уравнении заменить y на минус y, получим точно такое же уравнение, в котором левая и правая части поменены местами. Таким образом, пара x, y удовлетворяет уравнению тогда и только тогда, когда пара x минус y также удовлетворяет уравнению. И, следовательно, искомое множество точек симметрично относительно оси y. Поэтому будем считать y не отрицательным, а затем к полученному множеству добавим зеркально отраженное относительно оси y. При неотрицательном y имеет место вот такое двойное неравенство, а поскольку целая часть монотонно неубывающая функция, аналогичное неравенство имеет место для целых частей. Но в искомом множестве точек крайние элементы неравенства должны быть равными, что возможно только если все неравенство обращается в равенство, которое можно компактно записать как целая часть от x плюс минус y равна целой части x. Вспомним, что целая часть a равна целому числу b тогда и только тогда, когда a больше равно b и строго меньше b плюс единицы. Применительно к данному случаю x плюс y больше равно целой части x и строго меньше целой части x плюс единицы. Вычитаем x из всех частей неравенства и вспоминаем, что разность между числом и его целой частью именуется дробной частью числа, а в нашем неравенстве дробная часть с минусом. Переписываем неравенство в компактном виде и записываем отдельно для y и минус y. А второе неравенство умножим на минус единицу и прочтем справа налево. Ввиду свойства дробной части, левая часть первого двойного неравенства заведомо неположительна. Поэтому при неотрицательных y левое неравенство двойного неравенства выполняется автоматически. Также и свойство дробной части, левая часть второго неравенства заведомо отрицательна. И здесь также левое неравенство можно отбросить. Итак, вот система неравенств, которая удовлетворяет точки искомого множества с неотрицательным y и только они. Полученный результат наглядно иллюстрируется чертежом. И осталось построить множество точек на координатной плоскости. Строим хорошо известный график дробной части от x. Для получения графика единица минус дробная часть x надо зеркально отразить относительно оси y и сдвинуть на единицу вверх. Точки искомого множества находятся не ниже оси y, не выше синего графика и ниже красного. Получаем вот такие равнобедренные прямоугольные треугольники, гипотенуза и левые катеты, которые принадлежат множеству, включая вершины острых углов, а правые катеты, включая вершины прямых углов, с координатой y равной 1,2, принадлежат красному графику, а следовательно не принадлежат искомому множеству. Добавляем отражение, и это все.